Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад, таро прогноз. Что вам по судьбе в январе? Неожиданности и сюрпризы января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Планетарно же, как будто нет времени в январе раскачиваться, и, может быть, вы уже успели это прочувствовать. Какая-то оказия или какая-то возможность у вас уже появилась, и где-то пришлось скорректировать свои планы. Потому что планетарно уже со 2 января, когда Меркурий перешел в прямое движение из ретроградного, у нас могли появиться какие-то сведения новые, может быть, как информация, что-то мы, когда прежде не могли сделать, теперь как будто нам зеленый свет открыт. 4 января Марс входит в знак зодиака Козерог, и это более такое целенаправленное приложение энергии, ведь Марс – это активность, это оптимизм, это сила духа, сила воли, и в знаке Козерог он находится, и это тоже какой-то порядок, структура, как будто все наши приложенные усилия будут направлены на решение либо конкретного вопроса, либо получение результата. Это, наверное, самое главное. Будет интересная конфигурация во время новолуния 11 января, когда о себе напомнить может тот человек, который как будто ушел за кулисы, которого вы, может быть, знали, или были даже у вас отношения, или подобные отношения могли начинаться, но почему-то не продолжались. И вот здесь появляется вновь интерес к вашей персоне, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Это, конечно, может быть и ваш интерес к кому-либо, но какая-то словно история может или любовь, чувства вспыхнуть с новой страстью или с новым интересом. Почему нет? И очень интересное событие у нас ожидает 24 января, когда в знак Козерога войдет еще и Венера. И у нас получается в конце месяца удивительная конфигурация, когда и Марс, и Венера в одном знаке. Причем в одном знаке Козерога, который как раз отвечает за статус. У кого-то судьбоносный период, правда, через личную жизнь, когда вы решите оформить ваши отношения, жить вместе, предложение руки и сердца, либо вы будете кому-то предлагать руку и сердце, либо могут предложить вам. Понятно, что это не всех касается, но для кого-то вот эти аспекты планетарные как раз и могут проиграться. И своеобразная вишенка на торте – это у нас 21 января. Плутон выходит из знака зодиака, как раз Козерог перед вхождением Венеры. Уже не препятствует вот тем переменам, подготовил какую-то благодатную почву, как раз в Козероге, чтобы мы могли изменить свое качество жизни. Или внести те коррективы, поправки, в которых мы нуждаемся, которых просит ваша душа. Вот правда. Хотела сказать, что важно знать. И перевернулась карта рыцарь кубков. Это признание в любви. Вообще хорошее настроение. Может быть и подарки. Может быть и просто как комплимент. Но какой-то позитивный фон определенно будет. Но давайте вот по части фона или фон января назовите, или ваше настроение, или правда, чем вы будете заниматься, что для вас важно знать в январе. С учетом судьбоносных событий, давайте узнаем. Это будет первая карта. Вторая карта неожиданности января. Сюрпризы января. Мы спросим ваши действия, что вы будете, может быть, предпринимать, или как будут складываться обстоятельства, что от вас требовать, и каков результат. Совет от карт мы достанем еще одну карту. И давайте откроем. Каков же фон, правда, у кого-то даже путешествие, у кого-то из вас те отношения, которые на расстоянии. Может быть, расстояние это с дистанцией такой большой. Или, может быть, вы просто не вместе не проживали, находитесь в одной местности, и вы все то, что я говорила до карт, может быть для вас актуально, для кого-то это проиграются новые возможности по работе. Как будто самое главное принять решение и отправиться в путь дальше, отплыть словно от старого берега к новым возможностям. У кого-то проиграется именно как сама по себе дистанция, а для кого-то из вас это могут проиграться новые начинания в работе или новый вид деятельности. По этой карте нам как будто предвещают успех. И карта так сама называется – заслуженного успеха.
Но вот первое слово «заслуженное» подразумевает, что мы прикладываем к чему-то усилия. Без усилий какой-то вопрос не решится. Какая-то тема сама по себе словно она не растворится, не рассосется. Это останется на повестке дня. Поэтому как будто действовать придется. Выбор какой-то делать придется тоже. Но это ведет к успеху и к счастью. Давайте мы посмотрим. Неожиданности. Ну, я бы сказала, тема личной жизни, любовная тема, тема построения отношений или выбора, может быть, партнеров. У кого-то и так может быть. Это праздник после победы в неожиданностях, счастье, радость. а, Не просто приятные эмоции, а когда действительно, как, наверное, тот Марс в Козероге, вы можете даже осязать или видеть, что да, я что-то сделал или сделала очень правильно. Может быть, своевременно прежде какое-то решение было принято, может быть, это касается самого января. 4 жезла – это как 4 столпа, это основа, это карта уверенности, якоря, какой-то базы, когда все наши действительно приложенные усилия окупаются сторицей, и это в неожиданностях. В неожиданностях приходит, вот, наверное, это ощущение надежности к вам или какие-то еще события, которые позволяют вам укрепить свое положение, или все-таки жезлы, дела, работа, бизнес или деньги, укрепить, может быть, материальную какую-то основу, значит, как и деньги получить, так и сделать для себя самого или самой что-то с хорошим плюсом, заделом на будущее. В неожиданностях как раз сам по себе какой-то сюрприз и уверенность. Прекрасный период. Ну, давайте откроем карту сюрприза. Вообще, это ваша карта. Но я бы сказала, изменения могут касаться действительно вашей личной жизни. Либо вы будете принимать какое-то такое, знаете, фундаментальное для себя решение. Либо, если вы человек семейный, в паре, тут какие-то могут быть хорошие новости, которые касаются либо вашей пары, вашего партнера, вашей семьи. Сама по себе радость может входить в вашу жизнь. Но есть еще и, видимо, тот пункт, которым вам надо будет либо разобраться, либо словно сложить себе тезис-план, минимум, может быть и максимум на дальнейший период жизни. Давайте мы с вами посмотрим, каковы же будут ваши действия. Ну, правда, вот для всего вот этого нужно делать выбор. У нас двойка мечей. И выбор – это лично ваш должен быть выбор. Когда не давлеют со стороны, когда не имеют значения чьи-то советы, а когда вы словно сами в этом лабиринте находите выход. Это может быть лабиринт, условно говоря. Почему я так говорю? Двойка мечей всегда два меча, а у нас должен остаться один, потому что двойка – это, как, знаете, какая-то развилка. Вот мы двигались в каком-то направлении, и теперь мы словно упираемся в стену. Вот так, как было прежде, оно не будет продолжаться. Нам либо налево, нам либо направо. И хотим или нет, либо отплыть от прежнего берега кому-то придется, ну, а кто-то, может быть, скажет нет и будет как-то по-другому строить свою жизнь, ведь тут у каждого по-своему. Но, значит, у каждого будет какой-то свой выход из лабиринта. Или из лабиринта мыслей, или каких-то чувств, или, может быть, какая-то история, ведь вот эти карты могут касаться даже конкретной истории, темы или бизнеса, вот как будто это все может быть взаимосвязано. И тоже своего рода выбор, как я продолжаю. Или, может быть, партнерские какие-то отношения по работе или по бизнесу тоже будут для вас актуальны. Может быть, какой-то человек как раз со стороны именно не столько чувства, сколько как ваш единомышленник по работе или компаньон по бизнесу. В данном случае вы можете с ним многие положения согласовать или вам поможет решить какой-то вопрос, но все равно присутствует этот выбор, который все равно как бы однозначный должен быть. Каков результат? Ну, наверное, вот то, что я говорила, для кого-то будет да, для кого-то будет нет. Кто-то решится, может быть, изменить свою жизнь. Кто-то понадеется, что изменится само. И от того, какое решение мы примем, наверное,
тот результат мы и получим. Четверка кубков – это карта апатии. Поэтому в январе, возможно, какая-то очень важная страница вашей жизни будет зависеть от вашей решимости. Продолжай, нам говорят, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Шестерка мечей, она все же как раз и говорит о том, что у нас хватает мужества исследовать непознанную землю без карты. И если, видимо, вот этот выбор мы не сумеем сделать, то мы можем оказаться вот как этот молодой человек, которому предлагают словно кубок, какая-то возможность, предложенная судьбой, или какие-либо обстоятельства, но человек, может быть, сидит, читает, он как будто увлечен книгой, нам на карте показан, и он видит этот кубок, но либо он думает, что так будет всегда, или он еще имеет время подумать, или что потом какие-то, может быть, новости добавятся, или какая-то проблема, тема разрешится сама. То есть он может остаться или оставить все без изменений, без движения. Вот почему нам карта это говорит. Мы можем получить и никакой результат, если мы примем ничего не делать, никуда не двигаться, не менять какую-то ситуацию. Тогда как будто перемены эти сами по себе могут отмениться. Нельзя надеяться на то, что что-то будет улучшаться. Давайте совет от карт. Ну вот опять же, пятерка мечей, посмотрите. Вообще это карта первой победы. И все будет зависеть только лишь от вас. Вы можете настоять на своем. Может быть, настоять на своем, эта фраза как раз будет касаться того или той ситуации, когда вы оставите что-то вот как есть, без изменений. И тогда, в общем-то, как я уже сказала, результат будет прежним. Может быть, вы на что-то и решитесь, но тогда не увеличивать дистанцию конфликта, как будто вот со всеми либо нейтральную позицию занимать, либо будет очень важно, ну, буквально не разругаться. Если нам и приходится продвигать какой-то свой проект, то делать это нужно деликатно, чтобы не было словно, ну, обиженных, или не было тех людей, которые словно затаились. Вот не должно быть тех помех через людей, которые в последующем для вас, мои дорогие представители знака зодиака Рак, о себе напомнят. Все-таки по первой победе очень часто проигрывается та ситуация, которую мы не должны повторить, понимаете? Значит, с чем-то надо разобраться, либо вот как на той развилке определиться, куда же я иду, или, мои дорогие, с кем я иду. Если подвести вообще итог всему, что я сказала, мы не должны совершить ту ошибку, о которой будем потом впоследствии жалеть. У каждого, безусловно, своя ситуация, но тут в неожиданностях и в сюрпризах идет сама по себе как радость, так как счастье, как победа и даже праздник после победы. И изменить как будто жизнь свою можно на 180 градусов. Но следом идут ваши действия и результат. Как будто для кого-то этот выбор может быть очень сложно сделать. И если мы его не сделаем, то мы можем оказаться словно у разбитого корыта. Но я надеюсь, что это не для всех, это общий прогноз проиграется. Но, может быть, и правда кто-то будет стоять словно перед очень важным выбором своей жизни. И сделать это совсем непросто. Причем, почему тут нам говорят, никто не должен как бы советовать со стороны, чтобы не обвинять кого-то, не говорить, что это ты мне там посоветовал или посоветовала. Неважно, чего касается вопрос. Это вы должны сделать так, как вам подсказывает душа. И неважно, в какой теме, в личной жизни у кого-то это проиграется, а у кого-то и по работе, по бизнесу. Давайте я спрошу еще, каков совет, помимо пятерки мечей. Но нам продолжают тему, как будто тема прежняя. Восьмерка мечей, посмотрите, девушка нам изображена, ее ничто не сдерживает, ее практически ничего не ограничивает. Вот этот забор из 8 мечей, это так только визуализированный забор. Да и цепь, которая у нее на руках, она тоже ее не держит. Ее ничто не держит, кроме собственных мыслей. Девушка с завязанными глазами. Она не видит, что и происходит. И тот мир, который она себе нарисовала, его в действительности не существует. Она вглубь себя смотрит. Мои дорогие, не ищите
черную кошку в темной комнате. Вы ее там не найдете, потому что ее там нет. Не устраивайте себе глубокую философию. Не пытайтесь, может быть, раз за разом прогнать заново какую-то прежнюю историю или устроить себе такой сеанс былой думы. Нет ничего прошлого, понимаете? Тут надо идти вперед, видеть, может быть, на пару шагов вперед. Вы люди интуитивны, и поэтому интуиция будет вам помогать. Это точно, но как в себе не сомневаться, так и где-то не бояться. Это карта внутренних страхов. Поэтому и говорят нам, не мешай себе. Нет как таковых преград. Чему нужно уделить внимание? Давайте мы еще одну вот такую карту достанем. Всему тому, что надежно. Будь то это люди, будь то ваше продвижение, будь то это заработки. Вот это может касаться как подписания документов, и значит документы мы все проверяем. Или это будут компаньоны по вашему бизнесу, значит это должны быть надежные, проверенные люди. Если мы говорим о личной жизни, может быть вы тоже стоите перед выбором, значит выбирайте того человека, который вам как будто, знаете, душа просит, подсказывает, может быть. Тот человек, который сам по себе не просто надежен, а еще и ваш единомышленник. Рассчитывайте как будто свой путь лет на 10-20, и тогда вы точно не ошибетесь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.